Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music, с вами Реальный Басист, и сегодня у нас на обзоре универсальный контроллер Arturia BeatStep Pro. Почему я назвал его универсальным секвенсором? Ну, во-первых, это 3 секвенсора в одном. Здесь у нас есть барабанный секвенсор, при помощи которого мы можем управлять различными драм-машинами, и 2 мелодических секвенсора, при помощи которых мы можем управлять синтезаторами. И прелесть этого секвенсора заключается в его универсальных возможностях подключения. Здесь на задней панели у нас есть большое количество CV-гейтов. У каждого секвенсора по 3 CV-гейт выхода для подключения модулярных синтезаторов. И у барабанного секвенсора у нас есть целых 8 гейт выходов также для подключения модулярных синтезаторов. А еще у нас здесь есть выход и вход MIDI. То есть мы можем управлять различными синтезаторами по MIDI, что, в принципе, я сейчас и делаю. Также у нас есть USB для подключения к компьютеру, и вы можете управлять при помощи этого контроллера различными VST-синтезаторами в вашей DAW. То есть этот контроллер создан для того, чтобы управлять самыми разными типами синтезаторов, как софтовыми, так и железными и модулярными. В сегодняшнем обзоре я при помощи этого девайса контролирую аналоговую драм-машину от Arturia и синтезатор Moog. Я забираю MIDI-сигнал от контроллера. Дальше, чтобы контролировать несколько синтезаторов одновременно, мне понадобился MIDI-сплиттер. И уже от этого MIDI-сплиттера я забираю отдельно MIDI-сигналы на каждый из этих синтезаторов. Дальше я настраиваю каждый из синтезаторов на разные MIDI-каналы. И затем, собственно, выбираю MIDI-канал здесь на контроллере. Вот у меня Moog настроен на MIDI-канал номер 2. Я выбираю вот зелененький секвенсор, нажимаю кнопку «Канал» и выбираю канал номер 2. А драм-машинка у меня настроена на 10-й канал. Вот у меня он здесь выбран. И теперь давайте поговорим подробнее о барабанном секвенсоре. Вот он у меня здесь внизу, фиолетовенький. Выбираем этот секвенсор. Пэды у меня представляют различные звуки драм-машины, которые я могу отдельно секвенцировать. Я выбираю один из нужных мне звуков, например, бочку, или малый барабан, или хай-хет. Ну, давайте бочку. И вот эти вот 16 кнопок, они представляют как раз шаги секвенсора. Я кладу те триггеры, которые мне нужны, и, собственно, таким образом забиваю паттерн. Все крайне просто. Длина секвенсора у нас по умолчанию 16 шагов, но мы можем сделать ее и длиннее до 64. Для этого мы нажимаем кнопку Last Step, добавляем еще одну страницу, ну или сколько нам нужно, и нажимаем вот эту вот последнюю кнопку 16. И таким образом у нас секвенсор становится вот в данном случае 32 шага. Как вы видите, на второй странице у нас пока ничего не забито, поэтому у нас, собственно, и тишина. Плюс этого секвенсора заключается в том, что вы можете делать любое количество шагов, и можно делать различные и ломаные, и нечетные размеры. Ну, например, давайте попробуем сделать 7 шагов. То есть настройки секвенсора достаточно гибкие. А теперь давайте поговорим про мелодический секвенсор. Здесь их у нас целых 2, они идентичные, зеленый и желтый. Выбираем зеленый, и как вы видите, пэды сконфигурировались у нас в виде фортепианной клавиатуры, и мы можем здесь сыграть однооктавную гамму. При помощи вот этих 2 пэдов мы можем переключать октавы. И вот эти вот 16 кнопок у нас также являются шагами секвенции.
Вводить ноты секвенции мы можем разными способами. Ну, например, можем записать в реальном времени, прямо наиграть. Нажимаем одновременно запись и play. А можем непосредственно вводить пошагово. Для этого мы нажимаем любой шаг, который мы хотим ввести, и при помощи соответствующего энкодера, они все здесь также пронумерованы от 1 до 16, мы вводим ноту. При этом мы слышим ту ноту, которую мы вводим. 4-й шаг, 7-й, ну и так далее. Вот что у нас получилось. Каждую из секвенций мы можем независимо замьютировать. Здесь у нас есть кнопка Mute. Также при помощи кнопки Last Step мы можем изменить длину этой секвенции независимо от барабанов. Сделать ее, ну скажем, опять-таки нечетной. Вот у этих энкодеров у нас есть несколько различных режимов работы, которые конфигурируются при помощи вот этой вот кнопки Knobs. По умолчанию она находится в режиме Pitch, и, как я уже показал, мы можем вводить различные ноты. Также у нас есть режим Velocity, и каждую из этих нот, введенных вами, можно изменять с точки зрения velocity, то есть от 0 до 127, это та громкость, с которой эта нота будет играться. И третий режим — это режим Gate. По умолчанию у нас Gate 50% стоит, и все ноты играются абсолютно равной длины. Можно Gate увеличить, можно его уменьшить, и если повернуть эту ручку до максимума, то у нас будет слайд. Вот давайте послушаем и сравним. Сейчас у нас все гейты 50%. А теперь на третьем шаге я делаю гейт на максимум, и у меня получается слайд. Таким образом, вы можете забивать гораздо более интересные и разнообразные паттерны. Также этот секвенсор прекрасен для лайв-перформанса. Здесь много различных фишек, которые позволяют вам изменять секвенцию на лету. Одну я уже сказал, можно ее длину изменять. Вторая фишка — это то, что здесь можно выбирать различные гаммы: хроматическая, мажорная, минорная, пентатоника, гармонический минор. И давайте посмотрим, как это звучит. Для этого мы нажимаем кнопку Shift, и вот здесь сереньким шрифтом подписаны как раз вот эти гаммы, которые можно легко выбрать. Как вы видите, парочку нот меняется, новый такой интересный характер звучания появляется у этой мелодии. И также можно забивать юзерскую гамму. Все это делается в MIDI Control центре. Это приложение, которое идет со всеми устройствами компании Arturia. Там можно все очень легко забивать, редактировать паттерны, бэкапить паттерны. Очень хорошая программа. Еще одна крутая фишка для перформанса — это транспонирование секвенции. Делается при помощи удерживания кнопки секвенсор и нажатия на соответствующую кнопку нашей фортепианной клавиатуры. Вот так это выглядит. Ну и также здесь есть еще парочка фишек. Это порядок проигрывания секвенции. Также переключается при помощи кнопки Shift. Нажимаем Shift, и опять-таки здесь у нас есть надписи. Это Forward, прямое проигрывание, Reverse, обратное проигрывание, Alternate — это вперед-назад, триоли, четверти, восьмые, 16 и 32. Ну, давайте потыкаем, послушаем, как это звучит.
В общем, огромное количество возможностей для того, чтобы не стало скучно. Также здесь еще есть одна классная фишка. Это лупер и он же роллер. Все очень просто. Вот эта вот полоска, на ней написаны различные длительности. Четверти, 8, 16, 32. Нужно это для того, чтобы играть брейки. Касайтесь пальцем до соответствующей длительности и получаете соответствующий брейк. Давайте глянем, как это. И также есть у нас еще вот эти вот 3 крутилочки, которые позволяют нам добавлять свинг. Это первая крутилочка. Рядом с ней есть кнопка, называется Current Track. То есть она может работать в 2 режимах. Она может либо глобально добавлять свинг на весь наш паттерн, на все 3 секвенсора, либо она активна только для выбранного трека. Вот давайте сейчас послушаем, как у нас звучит свинг глобально на весь паттерн. И также 2 крутилки рандомайзера. Первая — это randomness, которая в процентах добавляет то количество случайных нот, которое нам нужно. Ну и вероятность появления этих нот мы можем добавлять при помощи вот этой ручки, которая называется probability. И также она работает в 2 режимах, в глобальном и для выбранного трека. Ну, давайте посмотрим, как это в глобальном режиме звучит. Как вы слышите, у нас появляется и в барабанах, и в нашем синтезаторном треке какие-то случайные, но интересные, прикольные ноты. Ну и осталось рассказать только про вот эту вот верхнюю секцию серенького цвета. Это секция, которая делает этот контроллер также пригодным для управления DAW. Нажимаем, выбираем Control Mode, и все вот эти ручки и пэды теперь можно мапить, подключить этот контроллер по USB, например, к Ableton или Cubase или любой DAW, и управлять, собственно, параметрами вашей DAW, запускать клипы, крутить фильтры и так далее. То есть также этот MIDI-контроллер у нас отправляет CC-команды. В общем, работает абсолютно как любой традиционный MIDI-контроллер. И вот эта вот кнопочка Project, она позволяет нам сохранять и управлять проектами. Здесь у нас можно сохранить 16 проектов, в каждом проекте по 16 паттернов. Сохраняются проекты здесь очень просто. Мы нажимаем кнопку Project, удерживаем ее, и вот эти вот 16 шагов нашего секвенсора теперь у нас представляют наши 16 проектов. Nажимаем любой из них для того, чтобы сохранить, и нажимаем кнопочку Save, и удерживаем ее, и все, проект у нас сохранен. В каждом из проектов у нас по 16 банков, причем 16 банков, они могут быть у нас залинкованы при помощи вот этой кнопки Preset Link. И когда мы меняем банки, видите, у нас теперь везде все меняется одновременно. Но если мы эту кнопку отжимаем, то у нас каждый из секвенсоров может менять банк независимо. То есть мы можем таким образом включать различные паттерны. Например, у вас песня состоит из нескольких паттернов. Вы можете припевные барабаны включить в то время, как у вас играет куплетный бас, и микшировать более плавно все это дело, сводить и играть аранжировкой, что, по-моему, просто замечательно. И под занавес хочется сказать, что этот прибор действительно, как говорится, very powerful, то есть мощнейший прибор, который позволяет контролировать одновременно совершенно разного типа приборы. Это и модулярные синтезаторы, и железки по MIDI, и также софтовые различные VST-плагины. То есть можно при помощи этого небольшого контроллера соединить воедино несколько различных миров
и собрать такую вот гибридную домашнюю студию, центром которой и главным мозгом станет вот этот вот прибор. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. До скорых встреч, увидимся!